Ребятушки, нихао, как говорится, приветствуем вас на международном автосалоне в Шанхае. Да, Китай открылся для туристов, можно приехать, погулять по городам этой страны, много чего интересного, но ближе к делу. Вот это вот один, внимание, из 16 холлов этой выставки. Более 80 автобрендов прямо сейчас в Китае. И большинство из них это китайские стартапы, которые делают такие вещи. И заранее вот такой дисклеймер. Обзор будет быстрый, просто потому что здесь, по ощущениям, около 1000 автомобилей. Про каждый, вот правда, хочется рассказать максимально подробно, но это просто нереально, сами понимаете. Это вот обзор будет часов на 10. Вот хотя бы вот это, да, с чего мы начали. Это типа какой-то концепт автобуса. Это не концепт, это автобус, который уже несколько лет ездит в Китае. И, естественно, он беспилотный. Тут такой немножко люксовый салон. То, что ездит в Китае, имеет более такой автобусный привычный вид. Внимание, сюда, сюда, сюда. О, ребятушки, началась презентация бренда Exeed. И Exeed, естественно, это первая компания, о которой стоит рассказать. Каршеринг в Москве, да, такси, Exeed LX, Exeed VX, на которых уже ездят там сотни людей в стране и в СНГ, они представляют новые модели. Вон у них там на стенде кое-что интересное. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Чингис, очень рад вас видеть. Взаимно, взаимно. Чем занимаетесь? Наша компания Автопрайм. Так. Казахстан, мы дистрибьюция в Казахстане. Каких автомобилей? Exeed. Серьезно? Да. Exeed пользуется популярностью? Exeed очень пользуется. Я являюсь инженером по гарантии. Так. Да, и одновременно здесь являюсь перевозчиком. Вы знаете людей, которые уже там несколько лет ездят на автомобилях марки? Бренд АЦ относительно новый. Так. Пробеги уж не такие большие, но поломок у них от слова совсем нету, потому что Слово совсем? Да. Звучит хорошо. Подойдем? Да, пожалуйста. Эта машина новая? Эта машина здесь новая, да, здесь уже идет фейслифт. Так. У нас ее еще в Казахстане нету. Вот к этому люди готовы, вот к такому количеству экранов, в таком объеме? Как они к этому относятся? Скажем честно, вы тоже связаны с электроникой, и Так. люди еще не готовы, взрослые, скажем так. Да, потому что они привыкли просто сесть, включить передачу и поехать дальше. Да. Вот, а молодежи это интересно. Вот. Сейчас возраст подрастает уже, Ага. да, люди понимают, что нужно идти вперед, им это очень нравится. Словосочетание вы сказали, идти вперед. То есть вот эти машины, это движение вперед получается? Да, приходят новые обновления, китайцы слушают наши комментарии. Вот это важно. А запчасти? Говорят, часто запчастей не бывает якобы. Запчасти всегда есть. Серьезно? И самое главное, они у нас оригинальные. Ладно, огромное спасибо. Вам огромное спасибо. И успехов вам. Вам того же. Так, продолжаем. Пожалуй, самое интересное, что стоит знать для массового, так сказать, автолюбителя в России, в СНГ, это вот эта модель. Модель называется RX. Скоро будет в продаже. То есть это вот самый флагманский аппарат компании Exeed. Если мы найдем гендиректора Exeed в России, то, естественно, с ним поговорим. Геннадий Викторович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. 5 минут. Отвлечем вас. Давайте. Это сейчас самая актуальная для рынка РФ машина, правильно? Да, это самая интересная и самая долгожданная новинка, Так. наверное, от компании Exeed. Это модель RX, которую мы собираемся вывести вот-вот. Я не буду раскрывать всех секретов для того, чтобы сохранить интригу, но это вот прям самая горячая новинка. Что особенного, что интересного? Особенным является тип кузова. Это кузов кросс-купе. Это новый такой очень модный сегмент, куда Так. сейчас практически пришли все автопроизводители достаточно давно. Мы тоже не исключили из своей модели, своего портфеля именно такой тип кузова. Под капотом у нас два хорошо зарекомендовавшихся 2-литровый двигатель мощностью 249 лошадей. Так. Агрегатируется 7-ступенчатой роботизированной коробкой. В общем, машина получилась очень динамичная, яркая, интересная, как снаружи, так и внутри. Но все еще не электро. Нет, не так давно мы тоже говорили о том, что планируем привезти в Россию электрический двигатель в новом для нас сегменте. Мы любим открывать новые сегменты, так что это чуть-чуть осталось немножко подождать, и мы привезем в том числе электричку для наших покупателей. Круто. Но вы верите, что будет спрос и что будет достаточно инфраструктура, что люди поверят, что можно ездить на электричках? Спрос уже есть. Он не такой большой, как хотелось бы, безусловно, да, но от месяца к месяцу, от года к году объем электрических автомобилей растет, и он будет расти. Это безусловно. Для многих это не первый автомобиль. Для многих это второй, там должен быть третий автомобиль в семью. Те вопросы, те проблемы, которые есть, они тоже решаются. Я сейчас в данном случае имею в виду в том числе инфраструктуру.
Поэтому я думаю, что электроавтомобили, именно электроавтомобили на батарее будут отвоевывать свое. Главный вопрос, что по деньгам? Ну, Примерно. подождите. Нет, мы будем хранить тайну до последнего момента, интригу, иначе у нас не будет такого интереса. Поэтому чуть-чуть наберитесь, но, безусловно, машина получилась яркая, интересная, премиальная, поэтому она будет стоить своих денег. Стоит своих денег? Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Стенд компании Dongfeng. Заранее извиняюсь за неправильно произнесенное название, потому что названий новых невероятно много. Еще лет 5 назад многие из нас подумали бы, что это какой-то концепт, который вряд ли когда-то появится на дорогах. Я почти уверен, что не год-два, а месяц-два, и наверняка что-то подобное уже будет ездить в тестовом варианте. Но это пока все-таки концепт. Какой-то пикап китайского рабочего. Посмотрите. Китайская скорая помощь вашему вниманию. Ну, вот про такие вещи уже, наверное, нет, не то, что нет смысла, не будем рассказывать, потому что вот машин вроде вот такой вот, типа ручки в корпусе, необычный дизайн, интересный салон, умные помощники, голосовые ассистенты. Вот таких машин здесь, вот буквально сотни. Цены начинаются, как мы слышали, от 15, внимание, 20 тысяч долларов. Но есть необычные вещи, которые раньше показывали как совсем концепты, но китайцы вот такие вот машины уже представляют как что-то, что они скоро запустят. Ну, посмотрите, что вот это такое. Вот это вот зачем там сделано. Камера здесь только что выезжала, вот отсюда, заднего вида. Это из карбона. Причем настоящий. Нельзя? Окей. Так, ладно, идем дальше. Это вот уже ездит по дорогам Китая. А вот такой вы вряд ли видали. Посмотрите. Я вот уверен, эта машина будет стоить 40-50 долларов. Вот как нечего делать. А это что такое? Еще один какой-то минивэн. Электрические решетки, радиатор нет. Фары вот здесь вот. То, что европейские автопроизводители там рисуют, в каких-то своих мечтах, китайцы вот уже сделали. Руль уезжает под панель. Все на экранах. Беспилотный автомобиль. Ух, какие кресла. О, открыто. Смотри, открыли. Блин. Ну, это правда впечатляет. То есть там внутри, с той стороны мы покажем, со стороны водителя. Это не какой-то муляжик, это нормальная полноценная машина. Буквально на любой вкус. Минивэны, электрические, гибриды, мягкие гибриды, бензиновые автомобили, внедорожники, космические седаны. И это мы прошли еще 7% одного стенда. Пойдем еще походим. Ребятушки, приветствуем вас в Китае. А вот еще район Таймс-сквер в Нью-Йорке и район Шибуя в Токио. А знаете, кто все это рисует? Моушн-дизайнеры. Интернет, кино и ТВ, билборды, стадионы и концерты мировых звезд. Все это тоже они. Но ближе к делу. Крупнейшая школа профильного дизайна Contented приглашает вас на курс моушн-дизайнера от нуля до про. Обучение с нуля. Студенты любого возраста и с любым образованием в прошлом. Вас научат делать анимацию в 2D и 3D, создавать и анимировать 3D персонажей. Кстати, а вот список программ, которые вы будете изучать. 80% курса – это практика. Стажировка в рекламном агентстве под руководством арт-директора, что даст вам реальный кейс для вашего портфолио. Обучение 8 часов в неделю и гибкий график домашних заданий. А еще полная поддержка менторов и помощь с поиском работы после обучения. Если надумаете, а подумать точно стоит, от нас для вас скидка 45% по промокоду 808. Ссылка уже в описании, но можете просканировать QR-код, чтобы получить бесплатную консультацию. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Вот еще один стартапчик, называется iCar. Если Tesla убрали верхнюю часть руля, то китайцы убрали и верхнюю, и нижнюю часть руля. Полноценный штурвал. А есть вот такой вот SUV. Называется iCar. Это O3 или D3? Здравствуйте. Очень приятно вас увидеть. Взаимно, да. Как вам китайские автомобили? Ну что сказать, китайские автомобили стали совсем другими. Мы долго над ними смеялись, Так. 15 лет назад еще. Ага. А теперь оказалось все немножко грустно для нас, потому что они как раз сделали то, что не смогли сделать мы. Они
за 20 лет прошли, ну, за 15, за 20 примерно, прошли тот путь, который другие компании шли гораздо дольше. Точно. Японские там шли к этому успеху 60-50 лет, корейские 30-40 лет, эти ребята прошли за 20. И сейчас все, что мы видим, даже на уровне прототипов, как это сделано, как сделан интерьер, как сделаны какие-то вещи дизайнерские, все это очень круто. Но самое главное, круто по технологиям. По технологиям именно по начинке. Двигатели, они же все сейчас делают сами. Двигатели, инверторы, накопители энергии, то есть ячейки, из которых собираются аккумуляторы. Это все их. Ну и так далее, и так далее. Поэтому интересно, здорово, молодцы. Спасибо большое. Удачи вам. Да, И вам спасибо. Так, ребятки, начинается классика. Ну, чтобы вы понимали, естественно, на этом автосалоне есть и BMW, и Mercedes, и что там, какие Toyota еще, да, какие бренды у нас есть из старого, что называется, да. Эти все бренды, естественно, Volkswagen, да, они очень хотят быть в Китае. Ну, сами понимаете, 1,5 миллиарда человек, половина из них с деньгами, есть кому продавать. Honda. Мопеды привезли электрические. Как вот это называется? Мопед? Не мопед. Скутер. Вот это вот. Это же не скутер, это что-то меньше, это что-то другое. Ну, интересное. Civic. Civic седан. Открываем дверь. И там такое. 95-й год. Так что это вообще? Но давайте вот без лишнего смеха, вот лично субъективно, я вот фанат крутилочек. Эти все экраны, ну правда, вот, а крутилочки это оно. Такие переключатели, кайф, ну посмотри, но кому что? То есть кто-то и спустя 20 лет, когда машины уже, наверное, будут летать, будет гонять на 8-литровом каком-нибудь пикапе, слушать рев двигателя, ему это будет нравиться. Это классно. Но буквально напротив, буквально через дорогу, 10 метров расстояния, и мы переходим от цивиков, аккордов и CR-V к автомобилям Huawei. Небольшой ликбез и небольшой дисклеймер. Нет автомобиля Huawei как такового. Есть автомобиль, где максимально Huawei принимает участие. Это Aito. Но также технологии Huawei, допустим, есть в автомобилях Avatar. Это вот такой вот SUV вида Aston Martin с вот таким вот салоном. Нихао. Вот, кстати, эта машина. Aito. Huawei ввалили сюда, в прямом смысле, ввалили и деньги, и много разных нужных технологий. Вот салон китайского автомобиля, о котором многие из вас узнали вот только что. Мы узнали о нем вчера. Опа, да. Так вот это интересно. Раньше китайцы ходили вот по таким выставкам и замеряли вот своими рулеточками Mercedes, BMW, и потом появлялись какие-то похожие машины. Сейчас одни китайцы уже срисовывают у других китайцев прострочечка, кожа. Тут под дерево, тут все мягкое. Это динамик. Это Huawei Sound, кстати, вот. Плавность, посмотрите, плавность переходов. Та же самая Tesla, то же самое. О, салон семиместный. Здрасте. Здрасте. Вот, раз видно. Нравится вам? Достойно. Можно поинтересоваться, откуда вы? В России, естественно. А где работаете? В Чангане. В Чангане? Да. Ну, вот. Из Чангана. Так, А сами мы из Саратова. Ну, классно. дизайн интересный, кожаный, хороший. И плюс, насколько я знаю, у него цена недостаточно большая. Ага. 3,5. 3,5 вот за это? Наши деньги, да. Офигеть. Да, но не забываем, что в России с этой приедет, он стоит в 2 раза дороже. Ну вот главный вопрос. Имея 5 миллионов рублей, что-то в сторону немцев смотреть, допустим, или вот уже стоит на это посмотреть? Подумать хотя бы. Я думаю, стоит. Стоит? Стоит, и я бы задумался, и следующую машину бы уже брал бы не европейскую, а однозначно китайскую. Вот так вот. Однозначно, потому что китайцы нашли достаточно сильные Toyota и всех корейцев, и они на голову выше. Как вас зовут? Роман. Роман, очень приятно. Хорошего дня. Спасибо большое. О, ребятушки, автодом, к вашему вниманию. Так, мы на стенде компании JAC. Да, есть GAC, а есть JAC. Это два разных бренда. Эта машина JAC, партнер канала Discovery. Канал Discovery знают все. Ребятушки так всякие ерунды не посоветуют. Значит, перед нами интересный пикап JAC, о котором мы ничего не знаем. Первый раз видим этот автомобиль, но нас интересует автодом. Значит, спальное место. Тройное, скорее даже. Ну, официально двойное, но можно поместиться втроем. Палатка на крыше. Ящики вот тут вот. Аптечка первой помощи, все инструменты. Выдвижной ящик с генератором вот здесь вот. Выдвижной ящик сзади. И вот такая вот маркиза полукруглая, кстати, очень удобная. Мы видели такое и в российских автодомах. Нагреватель воды, там у нас стоит бак с чистой водой. Здесь что-то выдвигается, вот, открывается. А, это раковина.
что это такое? Блин, тут куча всякого специфического travel оборудования. О, найс. Слушай, это удочка, это комплект удочек, классно. Выносной душ, запасное колесо, это лосьон, это, значит, гель для душа, это шампунь, это кондиционер, какие-то баночки, скляночки. Управление электросистемой авто. Это компания JAC. Еще раз, JAC, да? Ну не хуже. Вот мы были на выставке немецких автодомов, вот однозначно не хуже. Вот пикничок. Это все помещается в этот автомобиль. Это она же? Да. Кстати, эта машина представлена час назад. Час назад я здесь был, здесь на ней ткань была. Вот это, так сказать, база, а вот это, что из нее сделали. Вот такой вот автодом. Мы посмотрели половину одного из 16 холлов выставки. То есть сколько? 1/32 мы посмотрели. 1/32 мы посмотрели. Вот такие вот, без обид будет сказано, пуколки, да? Пуколки, значит, продаются в Китае. Минимальная стоимость, мы смотрели, на, так сказать, российские деньги сейчас 400 тысяч рублей. Но этот подороже, потому что он четырехдверный. А трехместные машинки стоят где-то там 300-400 тысяч рублей. Внимание, рублей. И на дорогах встречаются. Приятная тачка. Приятная такая тачка для скромной китайской девушки. Экран, как у Теслы. Раньше вот на стендах вот таких компаний стояли только финальные автомобили, финальные продукты. Потом мы уходили в соседние холлы, там какие-то компании Bosch, немецкие компании, и там стояли вот агрегаты, технологии, то есть двигатели, подвеска. Сейчас все это стоит на стендах китайской компании. Они совершенно не стесняются показывать, что у них внутри вот этих автомобилей, как они устроены, как они ездят и что это качественно. Ну и, ребятки, хочется закончить, так сказать, этот небольшой обзор. Без сомнений, вот, правда, заранее извиняемся, что мы не сходили в остальные 7 холлов, каждый из которых состоит еще из 2 этажей, потому что это бесконечный обзор, бесконечный. Есть классика, ребятки, классика, не подвластная времени. Всегда будет спрос вот на такие автомобили. И где-то 5 лет назад, когда мы были на автосалоне, тоже, кажется, в Шанхае, мы ходили там, немножко посмеивались над такими машинами, потому что где-то там панель отваливалась, где-то фонарь через один горел. Смотрите вот сейчас. Мы видим автомобили, которые явно не Шаньчжа. Помните наш тест-драйв автомобиля ГАК? Есть такая вещь, как сами китайцы называют это Шаньчжа. Шаньчжа в переводе с китайского это деревня либо деревенщина. Так. То есть у них есть фабрики разных уровней производства. Есть то, что производится на экспорте, оно тоже градируется, насколько я понял, 3 степенями. А, вот так вот. Да. То есть, возможно, что это не Шаньчжа? И сдается мне, что вот говорить про эти машины Шаньчжа уже вот точно не точно. И более того, мы были в салоне, где продаются эти автомобили с минимальным пробегом. И когда мы узнали, сколько они стоят в Китае, вот эти машины, в общем, вы будете не то что неприятно удивлены, потому что стоимость... Как вам аппараты? Здрасте. Хочу снять, прям, чтобы были видны все решетки. Ребятам отправить. Нравится? Обалдеть, что делают китайцы. А вы знаете, сколько они стоят с пробегом 5000 километров? Мы тут были в салоне. Как думаете, сколько? Вот в миллионах рублей примерно. Можете себе представить? Ну или 5 миллионов. 5 миллионов. Да. Тут копить вообще просто... Это что-то невообразимое. Точно. Ладно, удачи. Так что, ребятки, можно, как наш коллега сказал, так сказать, хихикать и смеяться над китайскими брендами, но те люди, которые это продолжают делать, они, видимо, немножко не в теме, потому что всего 30 минут на китайском автосалоне и понимаешь, как реально обстоят дела. Тут столько всего интересного, не говоря уже о классических BMW, Toyota, Mercedes, у которых огроменные стенды, Volkswagen, и там тоже представлены новые машины. Но люди уже приезжают на китайский автосалон, чтобы увидеть, что привезли и сделали именно китайцы. Потому что то, что они стали делать, это во всех смыслах и в самом хорошем смысле этого слова фантастика. Но классика здесь тоже есть и будет продаваться. Ждем ваш комментарий, увидимся, пока.